Я скажу, что Бранденбурги-то как раз, к сожалению, никуда не делись. То есть те немецкие диверсанты, которые, переодеваясь в советскую форму, продолжали пытаться, по крайней мере, захватывать мосты, какие-то важные объекты, все это осталось. И бранденбуржцы, они действовали и под Майкопом в 1942-м. Поэтому вот диверсанты немецкие, они остались как действующий фактор. Местное население, естественно, стало уже сочувствующим обороняющимся войскам Красной Армии. Главной проблемой было то, что действительно события в Прибалтике, они привели так или иначе к прорыву фронта и быстрому продвижению противника в направлении Ленинграда. На дороге пути движения немцев находились укрепления так называемой линии Сталина, но это были, собственно, не самые лучшие образцы укрепления линии Сталина, и поэтому на что обращал внимание, это то, что советское военное и, на самом деле, политическое руководство имело довольно большой горизонт планирования, как это принято сейчас выражаться. Еще до того, как завершились бои на линии Сталина, начала сооружаться Лужская линия обороны. Это такой подковообразный, я бы сказал, рубеж, который проходил через город Луга и реку Луга, и опирался флангами, соответственно, на Финский залив и на Новгород. И его сооружение реально было запущено в первые дни июля 1941 года, то есть еще до того, как решилась судьба укреплений на так называемой старой границе, но военное командование понимало, что вряд ли удастся немцев сдержать, и стали выстраивать заслон, причем заслон на достаточно широком фронте, на подступы к Ленинграду и перебрасывать туда войска, например, с Карельского перешейка. Здесь я опять же напомню, что Ржевско-Вяземский рубеж был намечен к строительству еще до войны, поэтому обстановку понимали, что стратегическая обстановка, противник напал стратегически внезапно, и развернуть армию, поставить ее у границы не получилось. Поэтому нужно будет сдерживать врага на других рубежах, которые будут строиться в глубине. Эти рубежи строились изо всех сил, и в это вкладывались большие ресурсы. И фактическое строительство и занятие рубежа, оно пошло уже с начала июля. И, опять же, такой красноречивый факт. Допустим, советская пропаганда все выдумывает, там, что построили огромный рубеж. Обратимся к данным противника. Саперный батальон дивизии СС «Полицай», когда он штурмовал Лужский рубеж, он снял почти 7 тысяч мин всех типов, в которых содержалось 46 тонн взрывчатки. Кроме того, эти мины были в деревянных корпусах, которые не обнаруживались стандартным миноискателем, только щупом. ССская дивизия, которая была из кадров полиции, она действовала как раз непосредственно под городом Луга. И она столкнулась вот с этими огромными по своей площади минными полями, достаточно хорошо построенными. Поэтому возведение и каких-то дзотов, и заграждений, оно велось очень большими темпами. И если я уже сейчас, позвольте себе дать ответ из конца задачника. Лужский рубеж спас Ленинград от того, чтобы его взяли в 1941 году. Именно бои на Лужском рубеже предопределили судьбу Ленинграда, так что в директивах группы армий «Север» уже в конце августа было прямым текстом написано, что штурмовать Ленинград мы не будем. Потому что у нас нет для этого возможности. Скажу, что цифра Т-600 тысяч, она правильная и соответствующая действительности. Но я думаю, за вычетом все же тыловых частей, которые обеспечивали деятельность всей группы армий «Север». Тут вопрос в распределении между направлениями и тем, что это все изменялось в динамике. И надо понимать, что в первый момент шло столкновение между на Лужском рубеже. Было 3 советских дивизии, это примерно 30 тысяч человек, и 41-й танковый корпус, который насчитывал примерно 50 тысяч человек. При том, что 3 советские дивизии, они были в пространстве разбросаны, они занимали этот рубеж.
а немцы могли концентрировать удар на каком-то выбранном направлении. Причем нужно понимать, что ближайшее направление, выводящее прямо к Ленинграду, оно шло через Лугу и прямо в направлении Ленинграда. Немцы, оценив условия местности, причем они там писали о том, что раньше мы могли там проходить 50 километров в день, а теперь теми же усилиями проходим 10 километров в день, ну, включая, опять же, сопротивление тех войск, которые они встречали. И они решили сделать ход конем и развернуться и пойти в обход. Они пойти в обход достаточно широкий, то есть предполагалось, что советская оборона будет все же концентрироваться по основным осям, магистралям, и можно будет ее обойти. И обойти ее через Сапск, то есть ближе к Финскому заливу, и пройти больше расстояния, но встретить меньшее сопротивление. А непосредственно Луга была отдана на последующий штурм пехотными частями и теми же эсэсовцами полицая, которые были, в принципе, по штатам пехотной дивизии. И вот этот вот бросок на север, он, в принципе, мог привести к тому, если, опять же, нет вот этого горизонта планирования и нет каких-то резервов, он мог привести к тому, что немцы бы обошли все построенные рубежи и двинулись бы к Ленинграду уже во второй половине июля. Это курсанты. Все знают курсантов подольских, все знают курсантов Верховного Совета, то есть под Москвой. Под Ленинградом тоже были курсанты училища имени Кирова. А второй ответ – это вторая дивизия народного ополчения. Когда мы говорим дивизия народного ополчения, я думаю, очень многих возникает образ людей, у которых одна винтовка на 5, на 10, там, в гражданской одежде, без всякой поддержки, которые бросают навстречу немецким танкам. Реально вторая дивизия народного ополчения, во-первых, у нее командиром был Герой Советского Союза за Финскую. А во-вторых, вооружена она была как раз до зубов. Она имела и артиллерию до калибра 152 мм. Она имела в избытке минометов, потому что минометы производились в Ленинграде. Кроме того, таким ноу-хау ленинградских ополченцев были бронированные грузовики. Они попадаются на снимках, это на обычный грузовик, либо полуторку, либо Захар ЗИС-5. Навешивали листы брони, ставили пулемет, получался такой импровизированный грузовик Гантрак или импровизированный броневик. И вот это ленинградское ополчение, оно располагало именно такими броневиками. Опять же, скажут, все советские документы врут. Хорошо, допустим, они врут. Берем допрос младшего командира, причем перебежчика, который был захвачен немцами, допрошен в разведотделе 41-го моторизованного корпуса. Он говорит, нам в Ленинграде выдали винтовку, там 60 патронов, противогаз и отправили на фронт. В принципе, оснащение было нормальным. И вот эта вторая дивизия народного ополчения Ленинграда, она сыграла ключевую роль в том, чтобы удержать Лужский рубеж как раз в той самой точке, в которой немцы вышли к нему. Причем все шло по лучшим лекалам Блицкрига. Это означает, что впереди шли в подвижном отряде, в передовом отряде шли диверсанты Бранденбурга, которые сумели взять мост. Это мост у Ивановского. Произошло это 15 июля 1941 года. Причем ругают, обычно говорят, что все, немцы захватили господство в воздухе. Вот под Ивановском и Сапском никакого господства в воздухе у немцев не было. Напротив, советская авиация действовала очень активно и бомбила тех, кто приближался к Лужскому рубежу. Естественно, в том числе и вымпелы сбрасывали, и люди были предупреждены, но все равно, поскольку бойцы были неопытными и шло строительство рубежа, все равно мост удалось взять немцам.
Причем мост на соседнем участке, где оборонялось как раз училище, вот там им взять мост не удалось. Это как раз-таки под Сапском. Вечером немецкий передовой отряд подходит к мосту, и он буквально у них перед носом взлетает. Мост через реку Луга. Причем заложили туда взрывчатки с запасом, по воспоминаниям очевидцев. Грохот был неимоверный, там у всех заложило уши, в воздух взлетели доски, бревна, как спички летали. Но, тем не менее, один из мостов был взят. Это, конечно, стало проблемой. Вообще, надо сказать, кто всем этим руководил. Создавалось направление, то есть точно так же, как на юго-западе, западе и на северо-западе было создано северо-западное направление во главе с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Казалось бы, фигура одиозная. Но, во-первых, начальником штаба у Климента Ефремовича был один из самых опытных и, я бы так сказал, хорошо себя показавших в течение всей войны советских штабистов, это Матвей Захаров. Входит точно в десятку лучших наших штабистов. Поэтому, во-первых, он был обеспечен хорошей работой штаба, а во-вторых, Климент Ефремович, он был на самом деле человеком не глупым и соображающим, в том числе в современной войне. На выручку ополченцам отправили танковый полк курсов усовершенствования командного состава. Это под Ленинградом, учебное подразделение. Располагал там примерно десятком КВ, десятком Т-34, каким-то количеством легких танков. Их отправили как раз на выручку ополченцам. И, по сути, ополченцы и вот эти курсы усовершенствования комсостава, КУКС, полк, создали полк курсов усовершенствования комсостава, они сделали чудо. Они сумели, во-первых, предотвратить расширение немецкого плацдарма, а во-вторых, они сумели его обжать, то есть уменьшить его площадь, провести результативную контратаку, конечно, не без потерь, но вполне результативная контратака, которая заставила немцев ужаться на этом плацдарме. И атаки были такими, что немцы говорили о том, что если нам не будет обещана помощь Люфтваффе, то мы этот плацдарм не удержим. И Люфтваффе им пообещали, но она была, так скажем, помощь весьма условная на тот момент. То есть в критические дни борьба за плацдарм у Ивановского, господство в воздухе было скорее за советской авиацией. И об этом свидетельствуют, опять же, данные противника. Традиционным средством у немцев было снабжение передовых подразделений по воздуху. То есть, как это делалось? В самолеты Ю-52 транспортные загружалось горючее, боеприпасы для танков. Они садились на подходящей площадке на захваченной территории и обеспечивали танкистов горючим, боеприпасами. Под Сапском это не работало. И прямым текстом пишут, что снабжение по воздуху Ю-52 невозможно ввиду активности истребителей противника. Понятно, что когда мы потеряли инициативу в результате, опять же, внезапного нападения, немцы могли выбирать направление удара. И, естественно, даже те силы, которые были собраны достаточно большими усилиями, они разбрасывались на широком фронте, и никто не знал, в какой точке атакуют. И атаковали вот эту вторую дно, дивизию народного ополчения, которая на самом деле дала очень хороший бой. И я думаю, что мало кто ожидал, что они настолько окажутся прочными. И тут, я думаю, что играет фактор того, что это все же были рабочие, достаточно мотивированные. То есть они знали, что они защищают свой город. Это московский район Ленинграда. И там фабрики «Скороход», «Пролетарская победа». То есть это были люди именно такой рабочей косточкой. При этом они, естественно, не обладали какой-то серьезной подготовкой. Тут прямым текстом писалось в отчете о боевой подготовке, что боевая подготовка за краткостью срока, она результатов не дала. Но, тем не менее, они воевали хорошо, не хуже курсантов. Здесь надо понимать, что им пришлось и контратаковать, но, тем не менее, для задач оборонительного боя они были пригодны. И у них было нормальное оружие. Если, опять же,
посмотреть советское донесение, то на 9 с небольшим тысяч человек имелось примерно 8700 винтовок. Понятно, что остальных там были револьверы, кто-то был в расчетах тяжелого оружия. И оружия было достаточно, и вот эти мотивированные бойцы, они оказались достаточно крепким орешком. К тому же их поддерживали летчики. То есть, действительно, активность советской авиации была высокой. И помимо летчиков у них была артиллерия. И поэтому немцы пишут о том, что потери от ударов авиации и артиллерии противника растут ужасающими темпами. Здесь получилось так, что немцы захватывают плацдарм, и наступает длительная на 3 недели оперативная пауза. Кто себе представляет карту, Сапск, на самом деле до Ленинграда по прямой примерно 100 километров, и тут немцы встают и ждут. Встают и продолжают отбивать атаки, обстрел, подвергаться обстрелам, ударам авиации, и 3 недели блицкриг стоит. Он реально встал на 3 недели. Это было связано, во-первых, с необходимостью подтягивания пехоты. То есть, нужно было подтянуть пехотные дивизии, которые шли пешком. И, кроме того, было понятно немцам, что имеющимися силами они до Ленинграда просто не дойдут. И нужно усиление. Усиление было дано из группы армий «Центр». Пока это усиление прибыло на место, пока собрали необходимый кулак и танковый, авиационный, прошло 3 недели. И 3 недели блицкриг стоял на Лужском рубеже. Да, 3 недели шла, опять же, бомбежка этого плацдарма. Постоянно, опять же, понятно, что к концу этого периода там они уже обеспечили себе передовые аэродромы. Но, тем не менее, им было понятно, что если они попытаются идти наступать, у них ничего не получится. И ждали, когда подтянутся силы, там, 39-й корпус танковый из группы армий «Центр», переданный в подчинение группы армий «Север». И весь этот процесс подготовки штурма Лужского рубежа, он продолжался вплоть до начала августа. То есть, только в конце первой декады августа последовали удары на разных направлениях по Лужскому рубежу. Было понятно, что его прорвать даже теми силами, которые есть, его не получится. Потому что когда немцы пошли в наступление с вот этого захваченного плацдарма, они получили резерв. Получили там, опять же, элитную первую пехотную дивизию с номером 1 в вермахте, то есть тоже одна из старейших и обладавшая высокой боеспособностью. Только после этого они пошли в наступление, и пошли в наступление сразу на 2 направлениях, то есть был такой широкий охват с 2 сторон клещами Лужского рубежа. И вот это вот наступление, оно опять же развивалось медленно. То есть, они перешли в наступление после долгой подготовки, предпринимали, что называется, титанические усилия для того, чтобы этот удар стал, как говорится, сокрушительным и неотразимым. Но, несмотря ни на что, несмотря на то, что уже имелась возможность за 3 недели подготовить сильнейший удар, имеется в виду и артиллерийский, и авиационный, и все на свете, но тем не менее прорыв шел очень медленно и, я бы даже сказал, уныло для немцев, и они постоянно жалуются о том, что мы прорываем оборону с большим трудом. И вот эти вот ополченцы ленинградские, они оказались очень такими, я бы сказал, толковыми бойцами во всех отношениях. Например, они копали окопы, но не делали в них бруствер, поэтому сверху на аэрофотоснимках эти окопы были не видны. Я не знаю, кому принадлежит эта идея, но по факту немцы делали аэрофотоснимки позиций и не фиксировали окопов именно из-за того, что это были безбрусверные. Это не сказать, что это беспрецедентно, то есть такие прецеденты таких укреплений были.
Но, тем не менее, одним из тех, кто накопал такие окопы, это были как раз ополченцы из 2-й дивизии народного ополчения. Это, я бы сказал, один из главных участников боев на Лужском рубеже вместе с училищем Кирова. И воевали они не хуже курсантов. И прорвать оборону получилось только с большими усилиями. И на самом деле вот эти 3 недели, они решали в судьбе Ленинграда очень много, потому что 3 недели – это подготовка новых дивизий. Красная армия, получив 22 июня удар очень большой силы и не вовремя, то есть в момент своего недоразвертывания, неотмобилизованности, естественно, начали в тылу формироваться новые дивизии. Формируется новая дивизия, вооружается, отправляется на фронт. На подготовку дивизии нужно время. И вот эти 3 недели, они использовались как раз для подготовки новых дивизий. То есть, пока немцы стояли и ждали, перегруппировывались, для них готовились сюрпризы. И эти сюрпризы появились на фронте как раз в конце августа, когда немцы подошли, собственно, к ближним подступам к Ленинграду, и тогда уже стало понятно, что быстрой победы все равно не будет. Большая есть проблема в учете, то есть аналога труда Кривошеева, вот как у нас издали, гриф секретности снят, и с тех пор несколько переизданий эта работа выдержала с разного рода дополнениями. Вот таких потерь по операциям нет за немецкую сторону. И вообще, на самом деле, искать немецкие потери – это то еще шоу по немецким документам. То есть, у них система учета работала объективно хуже, несмотря на то, что говорят про точность. В одних соединениях лучше учитывали, в других хуже, а в целом учет, я не могу сказать, что он был хорошим. Для историка даже вот группа армии «Север» в каком-то там 42-44 годах, когда она стояла на статичном фронте, она, в общем, свои потери учитывала сносно. Вот, посмотреть, какие там были потери в период эпопеи Второй ударной или там боев под Погостем, это возможно. А 1941 год на Ленинградском направлении, там, конечно, с учетом было не очень хорошо. И здесь надо понимать, что, конечно, и часть советских потерь терялась из-за отсутствия донесений. Ну и немецкие потери тоже, они не сказать, чтобы все хорошо с их учетом. Но реально вот эти вот элитные соединения, 1-я, 6-я танковая дивизии, которые оказались под Ивановском и Савском, они понесли весьма ощутимые потери, при том, что надо понимать, что Лужский рубеж, который был неплохо оснащен вот этими дзотами, минными полями, он был, конечно, в инженерном отношении подготовлен хорошо, но надо четко отдавать себе отчет, что это не была оборона, равная Курской дуге. Потому что если мы посмотрим на плотность, с которой стояли дивизии на этом рубеже, становится понятно, что он в несколько раз превосходил уставные нормативы. 2-я дивизия народного ополчения, несмотря на свой высокомотивированный личный состав и хорошее оснащение, она держала фронт 30 километров, при том, что по уставу дивизии полагалось 12 километров. Там рядом стоявшая, снятая с Карельского перешейка 90-я стрелковая дивизия, 22 километра. И вообще в среднем фронт был больше 30 километров, то есть в 3 раза больше норматива. И то, что немцы его прорвали, не удивляет. Вот то, что немцы его прорывали с таким трудом, вот это вызывает большое уважение к тем бойцам и командирам, которые столь упорно держались. То есть 2-я дивизия народного ополчения на 5 августа, буквально за несколько дней до начала немецкого наступления, насчитывала 6800 человек.
Это даже не 10 тысяч человек нового облегченного июльского штата. И там не 14 тысяч довоенного. Под довоенный штат рассчитывался вот этот вот норматив 12 километров на дивизию. Вообще говоря, немецкая пехотная дивизия это с усилением это 15-20 тысяч человек. И танковые дивизии тоже где-то 15 тысяч человек. При этом надо понимать, что помимо, собственно, дивизий были части усиления, прежде всего артиллерийские, которые превращали те же там танковые группы в монстров по 150 тысяч человек численности. То есть немецкий моторизованный корпус это 50 тысяч человек. На советские деньги это армия. И надо понимать, что когда говорят, например, немецкая армия, то армия там в 300 тысяч человек или там даже в 200 тысяч человек. Это вполне соразмерно Советскому фронту. То есть масштабы объединений у двух противников, они были не одинаковыми. И нужно это всегда вот держать в голове, что немцы обладали даже более жирными батальонами. То есть немецкий батальон нормальный, что называется, в хорошей укомплектованности, это примерно 900 человек. Вот. Это не 300 там, человек. Это именно это 900 человек. Довольно у них жирные батальоны были. Это продолжалось, конечно, не всю войну. Тем не менее, в 1941 году немецкий батальон это 700-900 человек. Оборонительная операция, именно стратегическая, да. Это она ленинградская, она идет с 10 июля по 30 сентября. Частью этой стратегической оборонительной операции были бои на Лужском рубеже. Именно, так сказать, частью, потому что она продолжается до 30 сентября, когда на самом деле Лужский рубеж уже был оставлен. Стратегические оборонительные операции, они в отечественной историографии довольно так четко разделены, поэтому я думаю, что корректнее называть, вот есть стратегическая оборонительная операция, она ленинградская, а Лужская это часть этой вооруженной борьбы, и если опять же смотреть, какие были реальные потери. Например, вот 8 числа началось наступление на советскую оборону на Лужском рубеже, и вот этот вот прорыв ополченцев. Немцам стоило за день первой танковой дивизии, которая, собственно, атаковала на этот Лужский рубеж, вот конкретное соединение первой танковой дивизии, они писали каждый день свои потери, в отличие от других. То есть, это не везде так пишут. Так вот, они потеряли за день 33 человека убитыми, 146 человек ранеными. Прорыва обороны еще не состоялось. И для них это довольно тяжелые потери, хотя, если говорить там о Прибалтике, вот то, что мы говорили в прошлый раз, был вот в первый день войны, они потеряли там почти 1000 человек. За день это вроде бы немного. Но когда один такой день, второй такой день, третий такой день, потом мы не удивляемся, что эта первая танковая дивизия до Москвы не доехала. Хотя она наступала. Лужский рубеж, его обходили с двух сторон, причем за счет использования и крупных сил авиации. То есть немцы задействовали на новгородском направлении, на другом фланге Лужского рубежа, еще и специально подготовленные для взаимодействия с сухопутными войсками авиационное соединение, 8-й авиакорпус. И 8-й авиакорпус, это в том числе, например, зенитки, о которых вы, кстати, говорили, о том, как они использовались для стрельбы по советским дзотам, вот этим построенным на Лужском рубеже. И на самом деле итогом борьбы за Лужский рубеж, то, что удалось прорвать, потому что чудо не произошло. Если дивизия занимает 30 километров, то ее прорвут. Это не Курская дуга. Вот если Курская дуга, где меньше 10 километров на дивизию было, там да. Там были шансы именно удержать немцев в обороне. Здесь можно было их сдержать, нанести потери. И итогом борьбы на Лужском рубеже на самом деле было окружение. Вот что нужно понимать. Но этот котел был для немцев, пожалуй, самым неудачным. То есть, во-первых, он был в довольно трудной лесисто-болотистой местности, из которой просачивались, благополучно прорывались из окружения, и в целом за
все время ликвидации вот этого котла в лесах и болотах они собрали 20 тысяч пленных. По сравнению с их, опять же, заявками, надо понимать, что немецкая заявка на число пленных, в которые входят и похватанные мужики, потому что на фотографиях, опять же, сейчас есть возможность смотреть фотографии, которые снимали немцы, когда, извините меня, идет толпа мужиков явно в гражданской одежде, подписано, что это пленные весьма условные. Это в том числе похватали мужиков из ближайших деревень или там из какого-нибудь городка. И объявили, что это на самом деле русские солдаты, которые переоделись. Хотя явно по прическам видно, что в армии эти люди не находились никоим образом. И только к концу августа надо понимать, что такое борьба за Лужский рубеж. Это с середины июля и до 20-х чисел августа. То есть это месяц борьбы, конечно, с вспышками активности в период прорыва, в период начального сражения, но тем не менее это больше месяца борьбы, который вывел из боев за Ленинград 4-ю танковую группу. 4-я танковая группа была пора ехать на Москву. При этом у Пауля Карела, это такой немецкий пропагандист, который написал пропагандистскую книжку о том, как героически, в кавычках, вермахт воевал на Восточном фронте, там говорится, это на самом деле командующий группы армии «Север» хотел своему другану, командующему 18-й армией, дать возможность взять Ленинград. Естественно, в документах картина абсолютно другая. В документах по итогам прорыва Лужского рубежа немцы четко пишут: все, у нас возможности брать Ленинград нету, все планы сворачиваются, мы только отрежем его. Только отрежем, и отрезали они его на самом деле за счет удара сил, переданных из группы армии «Центр». То есть, кто отрезал Ленинград? Отрезал как раз свежий корпус. Что такое немецкий моторизованный корпус? 50 тысяч человек, который вышел к Шлиссельбургу, к Ладожскому озеру. А как раз-таки 4-ю танковую группу, ее, во-первых, фактически разделили. Один корпус на одном направлении действовал, один на другом. И вот этот вот 41-й корпус, который был на самом деле состоял из элитных соединений, его удалось сдержать. И в том числе сдержали их и танками. С севера перебросили 1-ю танковую дивизию, которая первоначально воевала с финнами далеко на севере и защищая Мурманск. Именно тогда, 20 августа, произошел загадочный, я вот специально употребляю слово загадочный бой Колобанова, по которому вот нет стопроцентных подтверждений того, что этого не было, и 100% подтверждений того, что это было. То есть, вот это опять же к вопросу о немецких документах, которые вот, отсутствуют данные за конкретный день о том, сколько потеряли танков. При том, что в отличие от многих других эпизодов, которые приходили там из написанного журналистами, именно этот эпизод, он присутствует в отчетах и 1-го танкового полка, и 1-й танковой дивизии советских. То есть это явно был удачный для Красной армии бой, но вот подробности его, за исключением пересказа расстрельной колонии, его нет. Группа армии «Север» была усилена. По итогам боев, собственно, рубежа июня-июля, группу армии «Север» усилили именно для того, чтобы она дошла до Ленинграда. Но это усиление не помогло немцам взять Ленинград. В это время гремит Смоленское сражение. Немцы перешли к обороне. До Москвы там остается несколько сот километров. Они встали в оборону и провернулись в сторону флангов. И на флангах гремят сражения. Но результата, который ожидался, то есть выхода к советской военно-морской базе, захвата советской промышленности, этого не происходит. Блицкриг закончился. Задачи, поставленные в Барбароссе, то есть план Барбаросса, они не выполнены. И они были не выполнены в том числе ввиду того, что 3 недели стояли на месте. Тем временем было сформировано новые дивизии, которые приезжают под Красногвардейск, как так тогда называлась Гатчина, и вступают в бой.
У них тоже есть и орудия, пулеметы, вполне, на самом деле, подготовленные. Кстати, такой, я бы сказал, особенностью ленинградского ополчения того времени, они формировали первые гвардейские дивизии народного ополчения. Советская гвардия, она началась в сентябре 1941 года, но уже в августе существовали гвардейские дивизии народного ополчения, которые тоже насчитывали около 10 тысяч человек, при этом орудия были, минометы, 150 станковых и почти 250 ручных пулеметов. Этому дивизии, которые обороняли Сталинград, могли позавидовать. Поэтому все вот эти вот рассказы про ополченцев с одной винтовкой на 10, если смотреть реальные документы, особенно по ленинградскому ополчению, они выглядят вообще смехотворно. Да, люди получали короткую подготовку, там буквально 2 недели, но тем не менее вооружение у них было, да, нормальное. Из разных источников его набирали, но тем не менее вооружены они были нормальные. Именно потому, что они были нормально вооружены, они сумели немцев остановить под тем же красногвардейском Гатчиной. И, собственно, вопрос о том, чтобы Ленинград взять наскоком кавалерийским, он просто уже не стоял вообще. И только самые большие оптимисты могли думать о том, что, может быть, чего-то получится. Сейчас это все получило подтверждение данными противников. То есть, так вот, если раньше это были даже какие-то декларации, существовала специальная книжка даже, специально называлась «Лужский рубеж, 1941 год». Но сейчас это получило вполне зримое подтверждение данными противника и данными архивными о том, что советские войска под руководством Ворошилова дали бой на Лужском рубеже и предотвратили для Советского Союза возможность потери Ленинграда. Ленинград был только блокирован. А так, если бы взяли... Даже в дневнике Гальдера написано, что немцы собирались его сравнять с землей и не собирались кормить население. Самое страшное, потеря Ленинграда и гибель стопроцентное населения было предотвращено. И было предотвращено результативными действиями Северного фронта и северо-западного направления на Лужском рубеже. Лужский рубеж – это, безусловно, стратегический успех Красной Армии. Это не Курская дуга, не смогли остановить в обороне. Да, был котел, но стратегически это был успех. Те потери, которые на нем были понесены, они вполне были соразмерны достигнутому результату удержания группы армий Севера от броска на Ленинград.